Так дальше нельзя. Что же такое предупреждение рода для вас? Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который привыкли все в своей жизни отстаивать сами. Вы боретесь сами, без чьей-либо помощи. За вашей спиной нет каких-то папиков, спонсоров там, да. Вы человек, который исключительно пробивался по жизни сам. Есть те, которые, в общем-то, неплохо устроились, которые неплохо зарабатывают. Как минимум, это средний и выше среднего заработок. Вы человек, который, знаете, вот вы цените то, что у вас есть, и особо не стремитесь заработать какие-то миллионы, миллиарды. То, что вы добиваетесь сами, это еще может быть и черта вашего характера. Это некая такая целеустремленность, это может быть какая-то упертость. Но в хорошем случае, вернее, в хорошем смысле упертость. Вы человек, который, возможно, либо же куда-то собрался переезжать, может быть, вы уже переехали там на новое место, может быть, это новый дом, новая квартира, может быть, это другой город, либо страна, да, может быть, вы в планах это вынашиваете. Давайте-ка сделаем как раз запрос, ребят. Напишите, все пишите в комментариях, хотели бы вы переехать в какое-то другое место жить. В какой-то город, либо же в какую-то страну. Напишите, вот куда бы вы хотели переехать жить. Или же вам нравится там, где вы живете. Пишите все обязательно. Вы человек, который знает цену деньгам. Это может быть даже связано с тем, что вы сами пробивались, и порой было вам нелегко, поэтому просто трынкать деньги, транжирить направо и налево вы точно не будете. Денежка есть отложенная, да, денежка про запас, так скажем, да, потому что вы человек, который всегда осознанно подходит ко всем вопросам, и вы знаете, что, ну, как бы в жизни все может случиться, да, поэтому деньги должны быть. Где-то так, на всякий случай. Кто-то это называет на черный день, но я не люблю этого слова, поэтому пусть будет на всякий случай. И это я считаю правильно, в общем-то, потому что, к сожалению, никто не застрахован ни от болезней, ни каких-то опасных, чрезвычайных ситуаций, поэтому денежка должна быть всегда. Вы человек, который любит путешествовать. Возможно, вы побывали в разных странах, в разных городах, в каких-то интересных местах. Кстати, напишите, где вы были и в каких странах, да, вот что вам, может быть, больше всего понравилось. Человек, который, несмотря на то, что вы можете дать отпор любому, кто будет посягать на вас, там, на ваших близких, либо на что-то ваше, но тем не менее вы не любите конфликтовать. Старайтесь по максимуму оттягивать конфликты, старайтесь как-то вот по-хорошему урегулировать разные ситуации. Но другое дело, что люди порой борзеют в вашем окружении, порой беспочвенно как-то наезжают на вас, и здесь уже иногда ваши нервы просто не выдерживают. Далее, что еще о вас? Ой, как хочется влюбиться. Либо же кто-то из вас уже влюбился. Ребят, здесь про любовь. Здесь про любовь нам показывает, причем вы такой человек, который, если любит, то любите ну всей душой просто. Поэтому даже те, кто вот сейчас влюбились, это новые отношения могут быть, но это с такой душой происходит. Это настолько до бабочек в животе, до трепета какого-то. Вы вкладываетесь в эти отношения. Те, у кого еще не повстречалась женщина новая для любви, вы все-таки надеетесь, что встретите свою ту единственную неповторимую. Вам ужасно хочется о ком-то заботиться, в кого-то вкладываться, ради кого-то достигать чего-то, да, потому что мужчины, вы же у нас достигаторы, вы добытчики, да.
Жизненно необходимо просто жить для кого-то, потому что одному вам и плохо, одному вам и некомфортно. Да, бывают моменты, когда вы можете расслабиться, да, подумать, что никто мозг не выносит, а потом через какое-то время, ну такая грусть, печаль, тоска находит, правда ведь? Вы человек, который... Опять-таки, нам показано, что вы владеете какими-то магическими способностями, и это довольно часто у нас показано в сигнификации. Есть такая сила у вас, которую вы, может быть, немножко и сами побаиваетесь. Могут сбываться ваши слова, могут сбываться ваши мысли, могут быть вещи и сны. Может даже у кого-то проиграться целительство. Вы можете иногда пользоваться своими способностями, вы иногда пользуетесь ими, но почему-то вас это все пугает. Я не могу сказать, что вы прям хотите развивать какие-то свои эзотерические, магические способности. Вот пугает вас это все. Вы человек, который... Почему-то вот сегодня больше вот работа идет, работа. Вы человек, который абсолютно не боится работы, и мне показано, что, возможно, у вас есть даже не одна работа. Может быть, это подработка какая-то, где-то там подколымить, да? Это может быть физическая работа, причем может быть подработка совершенно не такая, как ваша основная работа. То есть, допустим, вы работаете днем в офисе, а вечером, ну я не знаю, может быть, вы вагоны разгружаете, грубо говоря, да? То есть абсолютно могут отличаться. Очень сильно изматываетесь, очень сильно напрягаетесь, может быть, даже умственно. Есть такая некая эмоциональная перегрузка, поэтому нужно больше отдыхать. Ну и, конечно же, все, что вы делаете с душой, потому что вы у нас вышли кубковым королем. Это люди, обычно это добряки. Это семьянины, это люди, из которых очень часто вьют веревки, потому что добряки, да, потому что все с душой, все с сердцем делается, без какого-то подвоха, но, к сожалению, потом и претерпеваете из-за своей доброты. Итак, давайте-ка посмотрим, о чем же предупреждает ваш род, что же нельзя больше так делать. Давайте-ка посмотрим. Что же вам нельзя делать? Я буду называть информацию, а вы переворачиваете под себя, кому что подходит. Смотрите, ребят, ничего себе. Смотрите, мне сразу же показано, что, опять же, это все предупреждение рода ваших ушедших предков. Смотрите, мне опять-таки показано, у кого сейчас проиграется темная полоса, да? Поскольку это общий расклад, я обращаюсь сейчас именно к вам. У кого может быть невезуха во всем, у кого может быть проблема с личной жизнью, вы не можете долгое время найти женщину, либо же отношения быстро распадаются с одной, второй, третьей, да, либо же проблемы по здоровью, а врачи ничего не могут найти, либо же по ощущениям вы не понимаете, с вами что-то творится, перепады настроения, вы ходите обессиленный, апатия, да, разные могут быть симптомы, либо же по работе у вас проблемы по финансам. Опять-таки мне показано, что здесь идет магическое воздействие на разрушение вашей жизни, у вас забрана удача. Это я коротко вам говорю. Поэтому здесь предупреждение рода таково, что здесь нужно либо же что-то делать, суетиться, это все убирать, снимать, потому что дальше будет жизнь разрушаться еще больше. Нельзя оставлять вот просто так, да, потому что не хочу, не буду, потому что вы сами, ну, как бы копаете себе яму. Я не пугаю, я просто говорю, я вижу, какие карты выпадают, и мне просто страшно становится. Поэтому у кого есть такие проблемы, обратите внимание, вы можете, неважно, ко мне, там, к другому, кому душа пожелает, обратитесь, да, там, за той же диагностикой для начала. Если потребуется, ну, я думаю, здесь 1000000%, здесь нужна будет чистка, потому что ну, здесь серьезная ситуация, уже то, что я вижу. Поэтому обратите внимание на это. Далее, дальше так нельзя.
Нельзя так впахивать, потому что есть среди вас те, которые, возможно, чем-то помогают своим близким, родственникам. У кого-то, может быть, проиграется, что вы помогаете детям, помогаете, там, я не знаю, родителям, братьям, сестрам, кому угодно. Поэтому нужна денежка, как говорится, да. Я не говорю, что вы в погоне за деньгами, но вот вы работаете, потому что чувствуете какую-то ответственность, да, за своих близких. Здесь вам такой совет: отдохните, потому что есть выгорание, как я уже сказала. Здесь могут быть ухудшения по здоровью, если вы не будете беречь сами себя. Нужно очень четко осознать, если вы будете вот так вот пытаться, вроде бы в благих намерениях зарабатывать, да, чтобы близким помочь, просто угробите свое здоровье. И тогда уже ни себе не поможете, ни другим не поможете. Ну, вернее, себе-то вы поможете, но на лекарства, да, вы понимаете, о чем я говорю. Сегодня такой расклад будет больше предупреждения, да, вот предупреждение рода, поэтому здесь не будет таких вот пряников, я так думаю. То, что я уже вижу, то здесь, конечно, ну так, по-взрослому предупреждают. Далее. Не будьте таким слишком щедрым и наивным, потому что есть люди в вашем окружении, которые исключительно вами пользуются. Кому-то вы либо деньги одалживаете, кому-то, может быть, еще чем-то помогаете, но люди, с которыми вы близки, с которыми вы можете быть в одной компании, это могут быть друзья, это могут быть родственники, у всех по-разному проиграется, которые в лицо улыбаются, но которые могут поставить вам разные нехорошие моменты. Ну, простонародье называют свинью подложить. Поэтому фильтруйте, кому можно помогать, кому нельзя. Пытайтесь прочувствовать с помощью своей интуиции. А вы у меня, товарищи, такие одаренные, очень интуитивно, магически. Кто с вами искренний, кто нет. Слушайте интуицию. Вот если чувствуете, что да, это хороший человек, может быть, уже вам 150 раз этот человек помогал, да, помогите, конечно же, ему, без проблем. Но если это какой-то фальшивый, лицемерный, если какое-то сомнение есть у вас по поводу этого человечка, лучше как-то деликатно откажите. Но ничем не помогайте, потому что будет потом проблема из-за него. Либо же деньги не отдаст. Далее больше проявляйте характер, потому что порой вы бываете слишком добрым. Ну, понятно, король кубков не может быть слишком жестким. Да, здесь нужно больше напора. Особенно с людьми, которые пытаются вот как-то использовать, как-то наехать на вас. Да? Причем здесь говорят, нужно вообще отстраниться и прекратить всякое отношение, всякое общение с такими людьми. Люди, с которыми у вас уже, может быть, конфликты, либо с которыми у вас в ближайшее время будут какие-то конфликтные ситуации, скорее всего, здесь нужно ставить точку, потому что толку не будет в общении с этими людьми дальше. Допустим, если вы захотите с ними помириться, толку не будет. У нас десятка мечей выпало, кто знает Таро, это уже все, это конец отношений. Поэтому обращайте внимание, кто пытается наехать, уколоть, может быть, с кем вы уже поругались. Да, если это бывшее, ну, значит, это проиграется, возможно, даже по бывшей, что точка поставлена. Причем вы это знаете. Да, здесь точка поставлена однозначно. Даже если вы разошлись, даже если какая-то капелька сомнения есть, капелька надежды, то Таро нам подсказывает, вернее, даже это род ваш предупреждает, что точка окончательная, бесповоротна. Живите будущим. Еще что? Еще. Так. Меньше живите прошлым. Есть среди вас те, которые очень сильно ностальгируют, кто живет исключительно воспоминаниями, страданиями. Здесь может быть ситуация, что вы не просто разошлись, а вы похоронили, возможно, свою женщину. Да, это ужасная ситуация. Да, вы порой, может быть, даже обращаетесь мысленно к этой женщине, туда, на небеса. Но нужно осознать, что жизнь продолжается, да, и как бы вы не любили эту женщину, которая ушла.
я имею в виду, которая ушла на небеса. Жизнь продолжается, и все-таки нужно жить не прошлым, а пытаться хоть немножечко, понятно, что это быстро не произойдет, поворачиваться лицом к будущему, смотреть в будущее. Как-то грустно даже стало, да, вот особенно жалко тех, у кого были вот такие классные отношения, и пришлось, да, вот расстаться, потому что человек ушел, да, это вынужденное расставание, потому что человек ушел на небеса, я имею в виду. Это, наверное, самая болезненная ситуация. И неважно, хоть болел человек, хоть внезапно, да, это, наверное, еще хуже, если внезапно любимый человек уходит. Это страшно, это ужасно, это даже врагу не пожелаешь, но тем не менее, ребят, у кого это проигрывается, уходите в какие-то, я не знаю, в отвлечения уходите, в заботы какие-то, в хобби, пытайтесь как-то себя отвлечь, потому что вы, опять же, садите свое здоровье. Должны осознать, что человека не вернешь. Сколько бы вы ни думали, сколько бы вы ни вспоминали, ни страдали. Понятно, что это больно, это обидно, что так все, да? Но, тем не менее, ничего здесь не сделаешь, поэтому пытайтесь. Если не можете сами, обратитесь к специалисту. И мне вот показано, что лучше всего грузите себя работой. Вот грузите, отвлекайтесь на работу, кому сейчас вот плохо, кто страдает по своим ушедшим половинкам. Потому что даже страдают, я вижу, те, кто и разошлись. Есть среди вас такие, которые все-таки ностальгируют, вспоминают, да, и тем самым разрушают свое здоровье. Чем больше будете думать, тем больше будете разрушать свое здоровье, поэтому поберегите хотя бы себя для своих детей, да, у кого они есть. Поберегите себя, возможно, там, если живы родители, если там, не дай бог, с вами что будет, поберегите себя для родителей, кто им поможет, да, если, не дай бог, что случится. Поэтому сегодня такой, знаете, какой-то серьезный, философский очень расклад, даже непривычно, но тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Ну, давайте еще посмотрим немножко, о чем еще вас предупреждают. Ух ты! Но это такое суперское предупреждение, что ваша жизнь начнет меняться, причем меняться в лучшую сторону. После разбитого сердца, после каких-то страданий, переживаний, ваша жизнь будет меняться в лучшую сторону. Причем она будет меняться в разных ракурсах, и по финансам, и в личной жизни. Вообще как будто откроются у вас какие-то новые горизонты, новые возможности. Здесь идут новые энергии, и новые люди вам помогут. И с работой, да, вот кто сейчас думает, что все в тупике, жизнь потеряна, появятся новые люди, которые, возможно, дадут вам какой-то шанс, да, кто-то предложит работу, кто-то, возможно, познакомится с вами, да, либо же предложит, скажет, вот у меня классная женщина, одинокая, давай я тебя познакомлю. Хоть вы и не сторонник, чтобы вот вас знакомили, но здесь такая ситуация может быть, что вы уже согласитесь на все, потому что хреново на душе. Ну и, конечно же, что хотелось бы добавить, как бы трудно не было по жизни, старайтесь все-таки верить, надеяться, что за черной полосой всегда будет светлая. И то, что сейчас кажется вам невыносимо тяжелым, невыносимо болезненным, и это пройдет. Поэтому, мои хорошие, настрой на позитив, позитивное мышление – это наше все. Мы притягиваем то, о чем мы думаем, говорим, во что мы верим. Это есть, это работает. И плюс, как я только что сказала, ваша жизнь изменится к лучшему. Как бы вам сейчас печально не было и как бы вы не опускали руки. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!